памяти о поэте, слева фасад желтого цвета. Когда-то здесь была модная кофейня Вольфа и Беранже. Сюда любили приходить журналисты, поэты, писатели. Бывал здесь Александр Сергеевич Пушкин. Именно отсюда он отправился на роковую поезд Дантеса. Поединок закончился смертельным ранением поэта. Дом хранит память о последних днях Александра Сергеевича. В то время, как здание справа, терракотового цвета, хранит память о первых днях пребывания Пушкина в Петербурге. В свое время французский купец Бунут основал здесь гостиницу, которую очень полюбили петербуржцы начала века 19-го, и именно здесь и останавливался 11-летний Александр со своим дядей Василием Львовичем, помогающим его определить царско-сельский лицей. И именно здесь, в гостинице Бунута, спустя несколько лет Александр Сергеевич Пушкин напишет свою поэму «Полтава». А слева мы видим одно из самых протяженных по фасаду зданий Европы. Его фасад тянется более чем на полкилометра, и это и есть тот самый стройный вид, который придаст Петербургу в свое время великий архитектор Карл Иванович Россель. Итак, слева мы видим одну из его работ, это здание главного штаба. Когда-то центральный орган военного управления. Здесь находились квартиры военных, министерства, ведомства. Сегодня чуть ли не все здание целиком принадлежит государственному Эрмитажу. Своим парадным фасадом здание главного штаба выходит не к нам, а на Дворцовую площадь. Это главная площадь Петербурга, парадная. Она рядом с нами, и скоро, пусть и едва, сможем увидеть ее основные доминанты. Когда дойдем до моста, посмотрите влево, именно там и расположена главная площадь города, Дворцовая. Ее продолжением и стал мост, к которому мы идем, Певческий, назван так по зданию Певческой капеллы, расположенной у моста справа, сразу за мостом. Мост широкий, 72 метра. Будем долго идти под ним. Украшением Певческого моста стала его ажурная кирильная решетка. Кто-то, глядя на нее, видит хвост павлина, кто-то кружевых пуховых платков. Что увидите, вы решать вам. Ходим под свод Певческого моста, напомню, соединяет Дворцовую площадь, главную площадь города на слева и набережную реки Мойки, по которой мы совершаем сейчас движение. Сейчас идем на самую короткую водную дорогу города, повернем налево. Зимняя канавка. Это искусственно прорытый канал. Был прорыт по специальному указу Петра I, так как здесь неподалеку находился его Зимний дворец. Отсюда и название этой дороги – Зимняя канавка. Но прежде, при повороте справа по диагонали, нам покажется дом с выступом, фасад желтого цвета. Дом также связан с Александром Сергеевичем Пушкиным. Последний адрес поэта. Здесь остановилось его сердце. Сакральный адрес Мойка 12. Сегодня здесь работает музей-квартира Александра Сергеевича Пушкина. А мы уже уходим на самую короткую водную дорогу города – Зимнюю канавку. До наших дней не сохранился, но сохранены фасады. Это покажу место, где был Зимний дворец Петра I, а гранит и канавку одели в конце 18 века, и именно тогда через нее был построен первый зимний мост. Мы к нему подходим. И с тех самых пор, с конца 18 столетия, именно этот мост ни разу не перестраивался. Он проложен по оси Миллионной улицы, старейшей улицы Петербурга. Идем сейчас по ней. На стене здания в Зимней канавке создают эффект загадочности, таинственности, жестужения пространства. Слева здание нового Эрмитажа, справа чуть впереди постройка 3 этажа, фасад голубого цвета.
Вот именно там, когда-то и находился Зимний дворец Петра Первого. Сейчас, когда будем идти мимо, справа, на фоне голубой стены, вы увидите два окна с мелкой растеклёвкой и фрагменты желтого цвета фасада. Это и есть фрагмент Зимнего дворца Петра Первого. На его месте будет построено здание Эрмитажного театра, которое со зданием Большого Эрмитажа соединяет изящная арка. Она перед нами. И эта арка, вкупе с силуэтом каменного Эрмитажного моста, мы к нему подходим, создает совершенно неповторимый эффект архитектурных линий. А с борта теплохода Эрмитажный мост кажется нам драгоценной оправой, внутри которой спрятана панорама красавицы Невы. Наш теплоход готовится выйти в акваторию Невы, а Эрмитажный мост славно провожает нас к ее открытым просторам. Посмотрите, какая замечательная панорама открывается перед нами. Мы видим парадный Петербург с необычного ракурса, с воды. Влево убегает парадная Дворцовая набережная, Дворцовый мост. Он же слева, стремглав, он стремился на стрелку Васильевского острова, по центральной оси которого построено здание Пиза, оно похоже на античный театр. И вскоре в здании Пизы установлены две 32-метровые расстрельные колонны маяки. Придают всему ансамблю торжественность. Здесь вокруг одни ансамбли, и в каждом из них заключена история города. А наш теплоход пересекает главную водную площадь Петропавловской развилки, перед нами открывается вид на Петропавловскую крепость. С нее и началась вся история Петербурга. Наш город рожден в огне Северной войны со Шведами за выход в просторы Балтийского моря. Война длилась 21 год, но уже в самом начале стало понятно, что для защиты отвоеванных земель необходима крепость. Внимание Петра Первого привлек зайчий остров Третьей Невы. Царь верно рассчитал стратегическое значение этого острова. Он учел, что если построить здесь крепость, ее пушки преградят шведской флотилии водные пути и надежно укрепят судоходные поступы к реке. Поэтому 27 мая 1773 года на зайчьем острове была заложена Петропавловская крепость, и эта дата стала днем рождения Петербурга. Крепость строилась стремительно, быстро, как первоклассное фортификационное сооружение XVIII века. При взгляде на крепость кажется, что ее стены словно вырастают из Невы. Гладкие стены, куртины, выступающие части, бастионы. Всего бастионов 6. Мы видим 3, каждый назван по фамилии Грибы, соратника Петра Первого. Крепость возводилась как оборонительное сооружение, но в этих целях она ни разу не была использована, однако залпы ее орудий город слышит часто, так как долгое время Петропавловская крепость была площадкой для празднования побед русского оружия, а в 1865 году появилась традиция, которая поддерживается и поныне. Каждый день, ровно в 12 часов, отсюда звучит залп, и жители города понимают, в Петербурге полдень, и сверяют свои часы. А одновременно закладка Петропавловской крепости. Здесь, на Зайчьем острове, была построена небольшая деревянная церковь, а имя святых апостолов Петра и Павла, отсюда и название крепости Петропавловская. Затем церковь разобрали. А вот тот каменный собор, который вы сейчас видите, был заложен в 1712 году, потому что именно тогда Петербург становится новой столицей Российской империи, берет на себя функции главного города страны. Собор должен был выглядеть представительно. Его закладкой занимался первый придворный архитектор города Доминика Трезиня. Петр I хотел, чтобы этот собор символизировал те многочисленные перемены, которые ворвались тогда в российское общество, поэтому не зря шпиль Петропавловского собора так высоко вознесся над Невой. 122,5 метра его высота. Прославляет победу России в Северной войне и выход ее в просторы Балтийского моря. Петропавловский собор дорог петербуржцам и жителям нашей страны еще и потому, что здесь находится усыпальница императорского дома Романовых. Здесь упокоены почти все императоры, начиная с Петра I и заканчивая последним императором Николаем II. С 1924 года Петропавловская крепость работает как музей. Сегодня находится в ведении Музея истории Санкт-Петербурга и является государственным заповедником.
Ну а мы же с вами идем по главной водной магистрали Петербурга, по размашистой красавице Неве. Именно ей город обязан своим рождением. Пишет, что когда Петр I увидел Неву, она его буквально околдовала, и он решил быть городу здесь. Невозможно сегодня представить Петербург без Невы. Как и невозможно его представить без гранитных лент, что тянутся справа вдоль Дворцовой набережной. Первые гранитные берега в городе появились именно здесь, на Дворцовой набережной, во времена правления Екатерины II. Это был огромный градостроительный проект. Надо сказать, что ни в одном городе мира не строили такого большого количества гранитных набережных, как в Петербурге. И пока мы идем по Неве, вы, наверное, заметили, что Дворцовая набережная, она как ниточка, на которую как бусинки нанизаны дворцы императорской фамилии, великокняжеских семей, дома знати, именитых людей. И одной из жемчужин Дворцовой набережной, конечно же, стал Мраморный дворец. Мы видим его справа по борту, чуть впереди это здание с единственным позолоченным балконом. Мраморный дворец тоже связан с именем Екатерины II. Он был построен здесь во второй половине XVIII века по ее специальному указу. Екатерина Алексеевна была намерена подарить Мраморный дворец своему другу и сподвижнику графу Григорию Орлову. И таким образом она хотела отблагодарить его за помощь в шествии на престол. Однако Орлов не дожил до окончания строительства, поэтому Екатерина дарит его своим любимым внукам Александру и Константину. Дворец получает статус великокняжества. И теперь, когда вы подошли к нему еще ближе, вы хорошо видите, что его фасады полностью облицованы натуральным камнем. При его строительстве было использовано 7 пород мрамора, 32 оттенков. И что примечательно, отмостка набережной выполнена из того же самого камня, что и первый сотенный этаж дворца. И при взгляде на него создается ощущение, словно он вырастает из гранитной набережной. Мраморный дворец – один из самых прекрасных и романтических дворцов Старого Петербурга. А неподалеку от Мраморного дворца был построен третий постоянный разводной мост через Неву, Троицкий, он перед нами. Мост был открыт в день празднования 200-летия Петербурга. Проектированием Троицкого моста занималась французская фирма «Баттиньоль». И очень похоже на него мост Александра III, есть также в Париже. И вот этот дружественный обмен мостами был признан святыней политической и культурной связи, которые были на тот момент между двумя странами. Красивый выразителен общий силуэт моста. Особенность Троицкого моста в том, что у него лишь один разводной пролет. Справа первый пролет стационарный, второй разводной. Ночью это крыло поднимается быстро, за 2 минуты, встает практически вертикально. Всего через Неву построено 22 разводных моста. 19 находятся в черте города, 9 разводятся каждую ночь, остальные по запросу. Мосты из Петербурга по пути, и по ним все так же идут корабли. Но это нисколько не отменяет того факта, что увидеть развод мостов в Петербурге в период навигации по мере возможности необходимо хотя бы однажды, потому что это на самом деле очень и очень красиво. Но у нас же сейчас с вами есть возможность полюбоваться сводами Троицкого моста. Его передние решетки, вот этими изящными светильниками, торшерами, с необычного ракурса, с воды. Посмотрите, как много людей сейчас пересекает мост. Вот им открыта вот эта красота, которую вы сейчас видите. Она им оттуда не видна. Троицкий мост, пожалуй, на самом деле один из самых выразительных мостов, построенных через Неву. Сегодня в Петербурге много мостов, свыше 350, это не считая пригородов, они разные, маленькие, большие, чугунные, деревянные, пешеходные, автомобильные. Но мосты через Неву построенные, переброшенные, на самом деле, одни из самых впечатляющих мостов, которые можно видеть в городе. Любопытно, что во времена правления Петра I мосты над Невой не строили. Морская душа, ярый фанатик навигации, он считал, что мосты мешают проходу судов и не разрешалось строить. Первые мосты над Невой стали строить уже после смерти Петра Алексеевича. Троицкий мост назван, так как расположен неподалеку от Троицкой площади, это первая площадь Петербурга. Сейчас, когда выйдем из
подходе Троицкого моста, если вы посмотрите влево, то увидите небольшой позолоченный купол. Это часовня Святой Троицы. Она установлена на Троицкой площади и хранит память о первой церкви Петербурга, тоже Троицкой. Церковь до наших дней не сохранилась. Троицкая площадь, Троицкая церковь, колыбель рожденного Петербурга. Здесь началась его социальная жизнь. Здесь был первый вход, первый трактир, первый рынок. Сюда приходили горожане посмотреть на иностранцев и на их корабли, послушать новости. И неподалеку от Троицкой площади была возведена первая жилая постройка города, которая сохранилась до наших дней. Только вдумайтесь в это, где еще вы можете такое встретить. Итак, слева мы видим приштатованный фрегат «Благодать». Это реконструкция знаменитого корабля. И идем вперед глазами, видим деревья, скелет, когда очень красивый лестничный спуск вверх. В глубине вот того скелета спрятана первая жилая постройка города. Ее стал домик Петра Первого. Он был построен здесь на 10-й день после закладки города. За 3 дня солдатами Семеновского полка. И тут же свои дома на набережной стали строить приближенные к царю-мужу. Но вот их дома до наших дней не сохранились. А троны Петра Первого сохранился. Есть такая поговорка: хочешь узнать душу человека, побывай в его гостях. Добро пожаловать в домик Петра Первого. Сегодня здесь работает один из интереснейших музеев Петербурга. А напротив города Петра Первого, направо к нему протянулся летний сад. И это первый сад города. И заложен был Петром Первым, который говорил: если проживу еще 3 года, создам сад красивее, чем у французского короля Версаля. Так и получилось. К работам в летнем саду были привлечены лучшие специалисты того времени, лучшие архитекторы, лучшие садовники, лучшие ландшафтные дизайнеры, как бы мы сейчас их назвали. Гордостью летнего сада стала его ограда. Решетка летнего сада появилась здесь в конце 18 века и уже тогда для многих явилась самым настоящим чудом. 36 монументальных колонн, увенчанных поочередно вазами и урнами, а между ними тонкая ряд, зыбь металлической ограды, практически невесомая. Наша известная поэтесса Анна Андреевна Ахматова очень любила гулять по территории и любила сада. Она писала: я крепко хочу в тот единственный сад, где лучшие в мире стоят без оград. А за черными копьями решетки летнего сада мы видим еще одну постройку, сохранившуюся со времен жизни Петра Алексеевича. Это уже его летний дворец. Летний дворец Петра Первого. Сможем рассмотреть поближе и поговорить о нем, потому что вскоре наш теплоход делает поворот. Мы уйдем из акватории Невы, но прежде обратите внимание, на левом берегу фасад голубого цвета. Это бывший училищный дом Петра Великого. Сегодня здесь размещается военно-морское Нахимовское училище. И напротив Нахимовского училища на вечную стоянку бросил якорь легендарный крейсер «Аврора». Очень хорошо отсюда видно внутри трубы серого цвета, мощные стройные мачты. На самом деле корабль легендарный. 123 года в этом году «Авроре» исполняется. А наш теплоход готовится сделать поворот. Мы оставляем позади контуры силуэта Петропавловского собора, изгиба Троицкого моста, любуемся решеткой летнего сада. И глядя на Невские берега и панорамы, порой создается ощущение, словно все это уже в Фонтанке. Справа тянется летний сад, и вот он, летний дворец Петра Первого. Может быть, не очень похож на дворец, скорее напоминает бюргерский домик в голландском стиле. Но это и есть летний дворец Петра Первого. Его фасады украшают 29 барельефов между первым и вторым этажами, которые в мифологических сюжетах и в аллегорической форме прославляют время правления Петра Первого. И здесь же, на территории летнего сада, чуть впереди, мы видим еще одну невысокую постройку. И это еще одна работа архитектора Карла Ивановича Росси. Вспомните, мы сегодня видели его здание главного штаба. Это автор монументальных ансамблей, строитель площадей. Так вот, Росси строит здесь свой крошечный кофейный домик спустя 100 лет после того, как Доминико Трезини построил летний дворец Петра Первого. И обратите внимание, как искусно, а самое главное, как деликатно зачеписывает эту постройку уже сложившийся архитектурный ансамбль. Название домика кофейный тоже не случайно.
Здесь когда-то, как и сегодня, была модная кофейня, куда очень любили приходить горожане, себя показать, на других посмотреть, послушать новости и при этом испить вкусный кофе. И сегодня жители и гости Петербурга очень любят гулять по территории летнего сада, но мало кто догадывается о том, что когда-то здесь практически не было твердой почвы. На самом деле на обустройство летнего сада ушло очень много лет. Сюда привозили насыпную землю и рассаживали деревья, собранные со всех уголков России. Более того, деревья заказывали за границей. Что только не росло в летнем саду, какие только деревья его не украшали. Здесь росли липы, вязы, платаны, каштаны, пихты, ели, березы. Здесь росли фруктовые деревья, яблони, вишни, барбарис, которые привозили сюда специально из Германии и Голландии. А в летнее время парадные аллеи украшали катками с тропическими растениями. Это было великолепно, это было восхитительно, это было прекрасно. И по аналогии с Версалем, по специальному указу Петра I, здесь в летнем саду были устроены фонтаны. Но гордостью летнего сада, наряду с его знаменитой оградой, стала коллекция скульптур. Начало коллекции также положил Петр I. Специально обученные люди ездили в Италию, скупали образцы античной и современной скульптуры. И если античная сегодня уже хранится в Эрмитаже, то та современная, она и поныне украшает летний сад. Сейчас это филиал Русского музея. И это самый настоящий музей под открытым небом, и что приятно, вход сюда свободный и бесплатный. И очень органично в панораму летнего сада вписан Пантелеймоновский мост. Мы к нему подходим. Это один из самых нарядных мостов Петербурга. Его перильная решетка повторяет решетку летнего сада, и очень красив на его фоне еще один архитектурный шедевр. Михайловский замок, видим его впереди, обязательно поговорим о нем, а пока любуемся. По мере приближения к мосту сочный зеленый, обилие позолоты. Военная символика, которая украшает мост, прославляет победу России в еще одной войне. Это Отечественная война 1812 года. Победа над наполеоновскими войсками. Здесь, в этой части города, несколько мостов, построенных в стиле ампир. Этот стиль получил свое развитие после победы над Наполеоном. Но из всех этих мостов Пантелеймоновский, что перед нами, самый нарядный. И не только здесь на Фонтанке, но и в Петербурге. Справа мой пробегает за первый инженерный мост перед глазами по гранитной стенке. Смотрите, постамент, а там маленькая птичка, люди еще над ним стоят. Увидели? Это самый крошечный памятник Петербурга, памятник Чижу-Куркужу. Люди всегда над ним стоят, бросают монеты, загадывают желания, говорят, что желание сбывается. И здесь же на правом берегу тот самый шедевр, о котором я говорила, Михайловский замок. Назван так в честь святого архангела Михаила. Он считался небесным покровителем императора Павла I. И есть у него еще второе название – Инженерный замок, от школы военных инженеров, которая размещалась здесь с 1819 года. Итак, Михайловский замок создан по вкусам и эскизам его будущего хозяина, императора Павла I. Нетипичная для Петербурга конца 18 столетия постройка, похожа на средневековый замок. И это на самом деле первый и единственный водный замок России. Павел I хотел, чтобы его замок был со всех сторон окружен водой, что и было исполнено, и таким образом остров превращался в тщательно охраняемую резиденцию. Обратите внимание, сейчас справа будет очень любопытный мост, второй инженерный. Смотрите, мост есть, а воды там нет. Дело в том, что раньше здесь пролегал Воскресенский канал, и таким образом замок был со всех сторон окружен водой. На ночь поднимались мосты даже, и, вероятно, Павел I чувствовал себя таким образом в безопасности. Но все эти меры предосторожности не спасли императора. Он был убит в собственном замке, в собственной спальне, на 40-й день после того, как переехал сюда. В середине 19 века канал засыпали, а мост сохранился. И по соседству с замком, имеющим столь мрачную историю, здесь же на правом берегу находится заведение, где всегда очень шумно и весело, где очень любят бывать дети, но не только дети, взрослые тоже любят сюда приходить. Итак, справа фасад нежно-желтого цвета, над ним огромного серого цвета купол. Это первый стационарный цирк России.
Был построен здесь по инициативе итальянского циркового артиста Гаэтано Чинизелли. Но на что я хочу обратить ваше внимание? Здесь в середине 19 века наш архитектор Василий Александрович Кинель совершил настоящее архитектурное чудо. Он построил этот купол диаметром 50 метров, в 2 раза больше, чем купол Исаакиевского собора. И он построил его здесь без единой опоры. И следующие европейские архитекторы при строительстве своих цирков брали за образец купол нашего замечательного архитектора Кинеля. А цирк и сегодня носит имя его создателя. Цирк Чинизелли, или как его еще называют в городе, цирк на Фонтанке, сегодня знает каждый ребенок Петербурга. Цирк расположен неподалеку от моста Белинского, он перед нами, а когда-то этот мост назывался Симеоновским. От церкви святых Симеона и Анны, что покажется нам сейчас на левом берегу. Старинная церковь города была заложена еще Петром I для его старшей дочери Анны. Каменная, однокупольная, купол из дерева, из тех самых пор сохранен. Вообще удивительная сохранность этого памятника. И сегодня здесь, в этой церкви, проводят богослужение. С вами вошли в ту часть Фонтанки, которая когда-то считалась престижной для проживания. Она и сегодня престижный самый центр Петербурга. Но в 18 веке здесь была одна очень любопытная особенность. Дело в том, что правый берег был городом, а вот левый пригородом. И в стремлении как можно скорее обустроить левый берег Фонтанки, Петр I придумал следующее. Он начал раздавать участки земли своим приближенным и обязывал их строить здесь усадьбы и обустраивать здесь берега за свой счет. Слово «дача» всем нам хорошо знакомо, но вот с тех самых петровских времен и идет. Дача, царская подача. Раньше такого слова в русском языке не было. И примером блестящей загородной усадьбы 18 века является дворец слева по ходу движения нашего теплохода за красивой ажурной оградой, ворота которой венчает позолоченный герб семьи Шереметьев. Шереметьевский дворец был построен здесь в середине 18 века, образили в нем Шереметьеву до самой революции. Старинный русский род. Большой вклад в историю культуры был здесь сделан. Несколько поколений семьи верно служили Отечеству. А в одном из садовых флигелей этого дворца 27 лет прожила Анна Андреевна Ахматова. И с ее легкой руки сегодня Шереметьевский дворец называют фонтанным домом. Как она сама писала, в фонтанном доме меня встретила Великая Отечественная война. Сегодня здесь работает музей музыкальных инструментов, причем здесь одна из лучших книг коллекции музыкальных инструментов, а также музей памяти Анны Андреевны Ахматовой. И если на левом берегу только что мы увидели прекрасный пример загородной усадьбы 18 века, то справа нам сейчас постепенно показывается дворец уже городского типа. Фасад нежно-серого цвета, деликатный декор. Это Шуваловский дворец. И вы сами можете сравнить, как выглядели загородные усадьбы в то время, а как выглядели дворцы уже городского типа. Разница между постройками лишь несколько десятков лет. Сегодня в уже бывшем Шуваловском дворце работает первый частный музей России, музей Карла Петербурга. А прямо по курсу перед нами один из самых красивых, известных мостов Петербурга. Аничков мост, он уже давно стал визитной карточкой города. Главным украшением моста стали 4 скульптурные композиции, изваянные, отлитые скульптором Петром Кротом. Все обожают ее, совсем как Петр I, погубивший эти земли, построивший здесь свой город мечты, свой Петербург. Переправа здесь, в этом месте, существовала еще с начала 18 столетия, неоднократно перестраивалась, и сейчас мы войдем под своды моста середины 19 века, и над нами будет главная дорога города. Вспомните, мы сегодня отходили от Зеленого моста, над нами был Невский проспект, сейчас мы уходим под свод уже Аничкова моста, мы сделали плавный полукруг, и сейчас снова над нами главная дорога города, над нами Невский проспект. Солдатами под управлением инженера Михаила Аничкова. Отсюда и название моста. И с именем этого человека связано также и название дворца справа от нас. Но кроме дворца мы видим, что ведутся масштабные ремонтные работы. Ремонтируют набережную.
а сам дворец мелькнет в глубине парадного двора за колоннами. Аничков дворец был построен здесь в середине 18 века придворным архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. Первым хозяином дворца стал граф Алексей Разумовский, друг и сподвижник императрицы Елизаветы Петровны. Впоследствии дворцом владела царская семья. Особенно Аничков дворец любил Николай I. Император не единожды писал и говорил о том, что здесь прошли самые счастливые годы его жизни. При Николае I здесь, в этом дворце, начали давать балы, которые так презирал Александр Сергеевич Пушкин и так обожала его супруга Наталья Николаевна. Сегодня здесь размещается Дворец творчества юных. Огромное образовательное учреждение, его учебные корпуса тянутся почти по всему правому берегу, и для нескольких поколений юных петербуржцев Аничков дворец стал вторым домом. Здесь зажигались настоящие звезды. Его выпускниками в свое время стали такие известные актеры, как Игорь Дмитриев, Алиса Френдлих, оперная певица Елена Образцова. Ну а мы же идем по Фонтанке, протяженность которой 6,5 километров, а вот первоначальное название ее звучало как безымянный елик. Так в старину называли все небольшие реки, берущие свое начало в больших и в меньших же впадающие, так и Фонтанка. Она берет свое начало из Невы у летнего сада и, сделав плавный полукруг, в нее же впадает в ее нижнем течении. Современное название Фонтанка появилось в первые десятилетия 18 века и связано с установкой фонтанов в летнем саду. Через Фонтанку пробегал Риговский канал, вода из которого питала фонтаны летнего сада. Сначала эту реку называли Фонтанная река, потом сократили до Фонтанки. Звучит проще, но нежнее. А сама река долгое время была рекой с промышленным судоходством, поэтому здесь на набережных были устроены специальные наклонные съезды пандусы, один из которых вы сейчас видите справа. Такие пандусы начали сооружать для разгрузки судов, по ним было легче катить бочки. Также хорошо просматриваются бронзовые причальные кольца, вмонтированные в гранитную кладку на равном расстоянии друг от друга, и вы видите, как до сих пор небольшие катера швартуются с помощью этих колец. Тогда же появилась и ограда. На набережной каждая река и каждый канал в Петербурге имеет свою ограду. У Фонтанки она вот такая строгая, лаконичная. И тогда же, в конце 18 века, через Фонтанку было построено 7 типовых каменных башенных мостов. Один из них прямо по курсу перед нами, это мост Ломоносова. Каменные башенки придают ему особый облик, однако и башни, и цепи, свисающие с моста, сделаны не просто для красоты. Когда-то в этих башнях заходили специальные механизмы, которые с помощью цепей поднимали деревянные пролеты крыльев моста для прохода мачтовых судов. В середине 19 века необходимость разведения моста отпала, центральный пролет стал стационарным. Из 7 типовых каменных башенных мостов, построенных через Фонтанку, до наших дней сохранились лишь 2. И один вы сейчас видите, это мост Ломоносова. И этот мост является финальным аккордом для экскурсии, для тех пассажиров, кто начал ее здесь, у этого причала, у моста Ломоносова. Спасибо, что были с нами. Я желаю вам хорошего настроения, хорошего дня. Прощаюсь с вами, до новых встреч на реках и каналах Петербурга. Спасибо. А пассажиры, кто начал свое путешествие у Зеленого моста, 2-3 минуты мы отдохнем, примем на борт еще пассажиров и продолжим наше путешествие. Спасибо. Архитектурно оформленные площади, которые мы видим справа, начали сооружать в Петербурге в конце 18 столетия для того, чтобы транспорту было легче подняться и спуститься с моста. Обратите внимание, все здания на площади оформлены полукругом, а одно из зданий выходит фасадом к нам на Фонтанку. Здание сейчас в лесах. Когда-то здесь было Министерство внутренних дел, а в середине века 19 здесь размещается небольшая типография, и она становится частью огромного издательско-полиграфического комплекса «Лениздат». Сейчас справа мы видим современную постройку в 5 этажей.
Здесь долгое время работал Ленисдат, потом его перенесли в другое место, а здесь сейчас размещен одноименный бизнес-центр. И по соседству с современным корпусом, чуть впереди, мы видим здание старинного вида, зеленого цвета фасад. Это Большой драматический театр имени Георгия Александровича Постаногова. Много лет этот замечательный режиссер руководил театром, а сегодня на его сцене блистают любимцы публики: Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Алиса Френдлих. И перед театром через фонтанку был построен лишь Тупев мост. Обратите внимание на его переднюю решетку. Она напоминает нам театральные кулисы, словно заранее готовят встречи с прекрасным. Так, справа по борту Большой драматический театр имени Георгия Александровича Постаногова. Сегодня театр известен по всему миру под аббревиатурой БДТ, а его первоначальное название звучало как особая драматическая труппа. Первым художественным руководителем театра стал Блок, идейным вдохновителем Горький. Создатели театра старались показать новой публике примеры лучшей классической драматургии. Сегодня на сцене БДТ ставят спектакли как на современные, так и на исторические сюжеты. И об одном из сюжетов истории нам напомнит здание слева по ходу движения нашего теплохода на высоком цокольном этаже фасад желтого цвета. Это казармы гвардии Московского полка. Здание украшено 4 парами белых полуколонн. В середине третьей пары установлена мемориальная доска. Она напоминает: здесь начиналось восстание декабристов. И именно отсюда, ранним утром 14 декабря 1825 года, братья Бестужевы вывели роту Московского полка, и по Семеновскому мосту он перед нами, по улице Гороховая, она уходит вправо, двинулись в сторону Сенатской площади. А Семеновский мост носит свое название от другого старинного Семеновского полка, берущего свое начало еще с потешных войск Петра I. Однако старинный Семеновский мост не выглядит. Действительно, он был перестроен в середине прошлого века, сразу после войны, а когда-то был типовым, с каменными башенками, с одним механизмом, совсем как возле Ломоносова, который мы видели несколько минут назад. Представьте, когда-то через фонтанку было построено 7 мостов-близнецов, с башенками, цеплями, и все эти мосты были разводными. Стороны от Семеновского моста также есть предмостной площади. Справа прямоугольная, на левом берегу полукруглая. Кроме удобной транспортной развязки, функциональным назначением таких площадей стал разрыв каменных коридоров набережных. Ну а мы же с вами подходим к еще одному мосту. Это пешеходный мост, называется Горьким. Всего через фонтанку построено 15 мостов. Есть среди них и пешеходные, но вот Горский мост, единственный деревянный мост через фонтанку, металлический, у него только перила. Назван так по фамилии отставного поручика Горскина, который в свое время здесь на фонтанке на правом берегу владел 2 доходными домами, вы сейчас видите их справа, и улица Ефимова, которая уходит вправо, когда-то называлась Горскина улица. А сам Горский мост небольшой, он непривычен для строгой застройки Петербурга. Его неказистый вид компенсируется застройкой прибрежных фонтанки зданий. И один из примеров жилой типовой гражданской застройки конца 18 столетия мы увидим справа по борту, чуть впереди, сразу как пройдем под мостом. Итак, справа, чуть впереди, 3 дома в 3 этажа, розового, желтого, голубого цвета. Когда-то эти дома принадлежали сестрам Полторацким. На одной из сестер был женат граф Алексей Николаевич Оленин, директор публичной библиотеки, президент Академии художеств, приятель Пушкина. Александр Сергеевич часто бывал в салоне Олениных. Это дом розового цвета справа от нас. И именно здесь он и познакомился с племянницей Олениных, Анной Петровной Керн.
который впоследствии посвятил одно из своих лучших лирических произведений «Я помню чудное мгновение». Так вот это мгновение, эта встреча, произошла здесь, на правом берегу Фонтанки. А на левом берегу мы видим фасад желтого цвета, здание украшено белыми колоннами. Оно было построено здесь во времена правления Екатерины II. Это была первая в городе и стране больница для бедных, Обуховская больница. Здесь было мужское отделение, было женское отделение, было здесь это укрепление глумолишенных. И именно сюда Александр Сергеевич поместил героя своей повести «Дикого дама Германа». Пушкин писал: Герман сошел с ума, он сидит в Обуховской больнице и бормочет необыкновенно скоро: тройка, семерка туз, тройка, семерка дама. А Обуховская больница носит свое название от Обуховского моста. Мы к нему подходим. Когда-то, когда Фонтанка была рекой с промышленным судоходством, все мосты через нее были разводные, все, кроме Обуховского. Вопрос: как проходили корабли? Дело в том, что этого моста была специальная щель, даже известна ее ширина 70 сантиметров. Подходили корабли, мачты складывались, корабли шли по Фонтанке. Далее на мост накатывалась специальная конструкция, и по мосту продолжали двигаться телеги и кареты. Потом, конечно, мост перестроили, а когда-то он назывался Саарский, потому что здесь шла дорога на Саарское, то есть Царское село. Сегодня же по Обуховскому мосту проходит Московский проспект, один из самых протяженных проспектов Петербурга. Сообщения. Университет был основан в 1809 году, а сегодня одна из кафедр университета размещается в бывшем Юсуповском дворце. Его хозяйственные постройки выходят справа к нам на Фонтанку, а сам дворец спрятан за аркой въездных ворот. Видите, еще кино снимают сегодня. Видим, как работают здесь сегодня ребята, снимают кино. Князья Юсуповы, давайте к ним вернемся. Входили в пятерку богатейших семей России. В Петербурге принадлежало 4 дворца, по территории всей России более 50. Так вот, в начале 20 века именно этот дворец был продан в казну за ненадобностью, и здесь разместилась кафедра университета путей сообщения. Надо сказать, что это первый технический вуз России, где начали готовить специалистов по ремонту железных дорог и мостов. А слева мы сейчас видим постройку, два этажа кремового цвета. И тут слева, та, которая дальше от нас, вблизи за ней видим месяцы деревья, они за оградой. Это один из самых маленьких парков Петербурга, Измайловский сад. В конце 19 века было модно увеселительное место. Здесь выступали фокусники, канатоходцы, гимнасты. В начале же века 20-го петербургские купцы взяли салют проекту, построили здесь летний театр, летний ресторан. Театр назвали «Дуб», что в переводе с итальянского означало «шутка». Когда же получил название Измайловский садик, так как здесь по соседству находились роды Измайловского полка. Садик продолжал работать и после революции, а сегодня здесь, в этом месте, театральные традиции продолжают один из лучших театров Петербурга – молодежный театр. И по соседству с садиком довольно обширный участок с конца 18-го столетия занимала усадьба Гаврила Романовича Державина. Сейчас слева мы видим два павильона желтого цвета, между ними красивая ажурная ограда. Здесь 17 лет прожил Державин, отец русской поэзии, как назовет его однажды Белинский. Гаврил Романович Державин сделал в Петербурге блестящую карьеру. А при того, как был ответом министра юстиции Российской империи, был губернатором двух областей, личный помощник Екатерины II, но больше известен нам как поэт. Сегодня в глубине усадьбы установлен памятник Державину, а здесь работает музей русской словесности Державинского времени. Усадьба расположена неподалеку от Измайловского моста, мы к нему подходим. Как и садик, мост получил свое название от рот Измайловского полка, квартировавшего здесь же, на левом берегу Фонтанки. Здесь все измайловское.
Измайловский садик, Измайловский мост и проспект, который проходит по мосту, тоже называется Измайловским. И сейчас, когда мы дойдем до моста, если вы посмотрите влево, то в створе Измайловского проспекта увидите купола синего цвета, усеянные золотыми звездами. Это Троица Измайловский собор. А цвет куполов этого собора напоминает нам цвет мундиров офицеров Измайловского полка. И в этом соборе венчался Федор Михайлович Достоевский со своей второй супругой Анной Сниткиной. По мере того, как наш теплоход удаляется от Невского проспекта, меняется характер застройки набережной. На смену дворцам, особнякам, усадьбам приходится осыпанный тип застройки. Справа по ходу движения нашего теплохода мы видим здания. Светло-серый, темно-серый цвет фасада, балясины, балконы, декор. Все в этом доме говорит о высоком достатке его хозяина. Кому-то даже может показаться, что это дворец. Но это доходный дом купцов Марголиных. А вот начиналась история доходных домов в Петербурге совсем с других построек. Раньше в городе доходные дома старались строить быстро, просто, скромно, дешево, без излишнего декора, потому что каждая деталь добавляла стоимости найма жилья. И примеры таких построек мы видим здесь же, на правом берегу. Обратите внимание, дома здесь разной протяженности, разной высоты, они тянутся, лишенные какого-то декоративного убранства. Потому что это и есть Петербург бедных людей, Петербург униженных, оскорбленных, Петербург доходных домов. В середине 19 века Петербург обретает черты, свойственные городам капиталистической эпохи. Растет промышленность, стремительно растет население города, и для вновь прибывших горожан, которые приезжали сюда из окрестных сел и деревень, богатые люди скупали здесь участки земли, строили дома, квартиры сдавали в наем, получали доход. История доходных домов в Петербурге прошла все стадии. Она начиналась с бедных небольших лачуг и закончилась вот такими роскошными доходными домами, один из которых мы только что видели. А мы же подходим к еще одному мосту, пешеходный, красноармейский, кстати, любопытный. Но сейчас, когда под ним пойдем, если вы поднимете головы, то увидите две трубы теплопровода. Это мост теплотрасса. Пройдя под этим мостом, мы уйдем с Фонтанки, повернем направо в воду Крикового канала. Вот за этими теплоходами, которые сейчас уходят вправо, мы тоже пойдем. Я еще раз хочу предупредить, мы войдем сейчас в ту часть города, где особенно низкие мосты. Я еще раз прошу вас, пожалуйста, будьте внимательны, не оставайтесь со своих мест во время движения под ними, не старайтесь дотянуться до опор моста, это тоже опасно, берегите себя, пожалуйста. Ну а мы же постепенно подходим к пешеходному мосту. Сейчас, если кто захочет еще полюбоваться куполами Троицы Измайловского собора, сейчас слева они нам покажутся постепенно. Тоже очень красивый вид отсюда с воды на купола. В 2006 году купол Троицкого собора очень сильно горел. Несколько часов не могли потушить. После в итоге потушили, а на реставрацию ушло больше 10 лет. 5 лет реставрировали сам купол, и потом 5 лет сам собор. Отсюда тоже очень красивый вид на купола Троицкого собора. И пока мы сейчас с Фонтанки не ушли, медленно идем, сейчас пройдем под Красноармейским мостом, а прямо такой же еще один очень любопытный мост, переброшенный через Фонтанку в Египетский. Когда-то был совсем другой, цветной, подвесной, а в 1906 году по мосту прошла горная армия, мост не рухнул, будет перестроен. Но с тех самых пор сохранены названия моста египетских, сфинксы и устой, которые его украшают, обелиски. Вот с тех самых пор, с 1906 года, этот мост некоторые называют самым несчастливым мостом Петербурга. Ну а мы же идем с Фонтанки, с кругом воды Круглого канала, и над нами сейчас низкий мост будет, светлый. Подрядчика Семена Крюкова, начавшего его строить еще во времена правления Петра I. А слева тянется городской район Коломна, одна из интереснейших исторических мест. Когда-то Коломна была окраиной Петербурга. Здесь селились мастеровые люди из подмосковного села Коломенского, отсюда и название района.
Николай Васильевич Гоголь воспел петербургскую колонку. Он писал о ней: здесь все тишина и отставка. И на самом деле здесь селились основные военные, чиновники в городе. Но здесь в Коломне в свое время жило очень много известных музыкантов, композиторов, художников и поэтов. Примечательна Коломна еще и тем, что здесь сохранилась жилая типовая застройка до 17 века. Мало где в городе ее можно встретить. Слева тянутся двухэтажные домики, это они и есть. Когда-то такими домами была застроена вся Коломна. И в этом ряду примечателен дом песочного цвета чуть впереди. Здесь, в этот доме, 6 мая 1800 года достала великого полководца Александра Васильевича Суворова. И никогда, никто, ни после Коломенской улицы не видели такого количества народа. Перед ней люди шли проститься с Суворовым. Сейчас идем мимо этого дома, вы даже можете заметить слева на фасаде мемориальную доску овальной формы, посвященную Александру Васильевичу. По тех самых пор здесь мало что изменилось. Все так же справа мы видим арки, пробегающие фасад желтого цвета когда-то старинного Никольского рынка. Все так же перед нами старый Никольский мост, и за ним купола Никольского морского собора. И пройдя по старой Никольским мостом, мы с вами окажемся в удивительном месте. В том самом месте, где Петербург очень похож на Северную Винницу. Оказались на своеобразной водной площади. Здесь перекресток Крымского канала, по которому мы совершаем движение, и вот канала Грибоедова, уходящего вправо и влево. И здесь с этой площади открывается замечательная панорама. Справа в глубине мы видим купола Никольского морского собора. Построен здесь на месте небольшой деревянной церкви, как морская полковая церковь. Предыдущая территория была застроена домами служителей морского ведомства. На деньги этого ведомства был построен собор. И сразу же у воды справа нас встречает главная коломенская доминанта колокольня собора. К большому сожалению, увидеть сейчас эту красавицу мы не сможем. Ведутся ремонтные работы, она в лесах. Зато справа, в глубине, сможем полюбоваться красотой Николая Погребенского морского собора. Работа архитектора Савы Ивановича Чевакинского, середины 18 века. Цвета собора белый, синий, голубой, как и положено в морском городе. Назван в честь святого Николая. Он считается покровителем моряков. Здесь, в этом соборе, моряков благословляли на дальние морские дороги. Здесь их встречали благодарственными молитвами. Надо сказать, что собор работал всегда. И в годы советской власти, в тяжелейшие дни блокады, его двери были открыты для прихожан. А до 1991 года Николай Погребенский морской собор являлся кафедральным собором Петербурга. А мы же с вами, передвигаясь по Крюкову каналу, от моста к мосту, словно попадаем в разные эпохи и реалии той старой петербургской жизни. И сейчас мы пройдем под Кашиным мостом, чтобы из Петербурга религиозного попасть в Петербург уже светский. Привлекает внимание здание темно-серого цвета, своим внешним обликом напоминающее нам итальянские палацы эпохи Возрождения. Но это тоже доходный дом начала 20 века, главным украшением которого стали мощные молодые атланты, вторые по величине после Эрмитажных. Во всем этом доме чувствуется стремление его хозяина превзойти своих соседей, показать, чей же дом тот самый красивый. И на самом деле соседний с ним особняк песочного цвета, здесь же на правом берегу, выглядит не так броско и заметно, но он более значительно известен, потому что здесь размещается Ленинградская студия кинохроники, старейшая студия нашей страны, выпускающая документальные и короткометражные фильмы. И здесь, на этой студии, сразу после войны, был снят ряд фильмов-портретов об артистах Мариинского театра, который уже виднеется впереди, сразу за торговым мостом, к которому мы подходим. Торговый же мост сохранил архитектурный облик мостов, построенных через Крюков канал, конца 18 столетия. А сейчас мы в театральном Петербурге. Справа тянется
фасад нежно-зеленого цвета. Это легендарный Мариинский театр. С Мариинским театром связаны высочайшие достижения русского классического оперного и балетного искусства. До этой сцены писали Чайковский, Глинка, Мусоргский, Римский, Корсаков. Здесь родился классический балет Мариуса Петляка, визитная карточка русского балета. У всемирно известного театра две труппы, оперная и балетная, но лишь одна сценическая площадка. Поэтому несколько лет назад на противоположном берегу Крюкового канала была построена вторая сцена Мариинского театра. Ее скромный фасад служит фоном для старинной классической постройки. Мариинский театр был построен в 1860 году архитектором Альбертом Калласом и назван в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Храм с бархатной обивкой голубой, мелодиями пахнущий, уютный. Так писали о Мариинском театре поэты начала прошлого века. Напишет ли что-то современные лирики о новой сцене Мариинского театра, покажет время. Но он, вероятно, напишет, потому что новая сцена Мариинского театра отличается особой акустикой, и это подтверждают все, кто был здесь. Именно поэтому, наверное, здесь с особым успехом проходят новые оперные постановки. Но перед нами мост Декабрист, очень низкий мост, будьте, пожалуйста, сейчас внимательны. Здесь, на Крюковом канале, несколько домов хранят память о выдающихся жителях этого района. Один из таких домов справа. Здесь, в этом доме, более 40 лет жил Эдуард Францевич Направник, бессменный дирижер Мариинского театра. В этом доме долгое время жила семья Федора Стравинского, вошедшего в историю культуры как певец и артист, а его сын, Игорь Федорович Стравинский, станет великим русским композитором. Для его музыки Сергей Дягилев ставил свои балеты. В этом доме в начале прошлого века снимала квартиру блистательная Тамара Платоновна Корсавина. Балерина была вынуждена в 1918 году навсегда покинуть сцену Мариинского театра и уехать из России во Францию, где она, кстати, продолжила свою карьеру и продолжила ее блестяще, выступая в труппе Сергея Дягилева «Русские сезоны». Жилой массив этого дома, который по праву называют артистическим, тянется вплоть до Матвеева моста, к которому мы подходим. И вот там Крюков канал почти заканчивается. Он соединяет Фонтанку и Мойку. Фонтанку мы оставили позади, Мойка перед нами, она пересекает Крюков канал. Но мы же прощаемся с этим удивительным районом Петербургской Коломна, пожалуй, единственный в городе, сохранивший дух старого Петербурга конца 18-19 столетий. Здесь все так же тихо, как и тогда. Здесь почти нет общественного транспорта, и жители Коломны предпочитают передвигаться по району пешком. На самом деле идеальное место для пешеходных прогулок. Если здесь летом прогуляться в округе Мариинского театра, можно из открытой форточки услышать раскатистый мужской бас. Это значит, что идет репетиция в Мариинке. Можно встретить артистов, вышедших на перекур со своими музыкальными инструментами, встретить художников, которые пишут свои картины на пленэре, поэтов, творческих людей притягивает Коломна. Мы с вами оказались на еще одной водной площади. Слева остров, на нем возвышается здание красно-кирпичного цвета. Это склады корабельного леса. Здесь хранили лес еще со времен правления Петра I. Делали это необычным способом. Сосны ставили с корня под наклоном, как цветы в вазе. Так они лучше просыхали и сохранялись. Способ голландский, для России новый, поэтому и название острова, который мы видим слева, Новая Голландия. Сегодня здесь создано очень уютное пространство для отдыха, горожан, работает круглый год. Зимой здесь каток, летом пляж, зима, правда, запрещена, но горожане с удовольствием приходят, проводят здесь
очень романтическим названием «Поцелуев». Но объясняется его название прозаично. Когда-то здесь неподалеку находился трактир купца Поцелуева, и чтобы было легче запомнить дорогу, мы назвали Поцелуева. А мы сейчас пройдем как Поцелуева, Восток. Уже по реке Мойке, которая в начале 18 века представляла собой небольшую мутную речушку, вытекающую из болота на территории будущего Марсового поля. Она называлась «Мия», что означает «грязь», «ягодь», и даже Петр I не предполагал, что когда-нибудь Мойка станет одним из ведущих водоемов Северной Венеции. В конце же века 18-го Мойку обновили, расчистили, пригладили в гранит, и вот тогда появилась решетка с этим изящным рисунком. Обратите внимание, ее рисунок намного более сложен, чем рисунок ограды Фонтанки, который мы видели несколько минут назад. Также обратите внимание на спуски к воде слева. Здесь на Мойке они словно вырезаны из сложившейся гранитной набережной. В то время как на Фонтанке спуски к воде широкие, бумажевые, они словно распахнуты к реке. Раскладывать же набережную Мойку начали в середине 18 века. Здесь появляются дворцы, дома богатой знати. И один из таких домов сейчас справа, фасад желтого цвета, здание украшено белыми колоннами. Это один из немногих петербургских особняков, где сохранились не только парадные залы, гостиные, библиотека, даже свой домашний театр, но и личные покои его хозяев, книги Юсуповых. Более века дворцом владела семья. После революции дворец был национализирован и передан Союзу работников просвещения. Сегодня здесь проводят экскурсии, одна из которых рассказывает о событиях 1916 года, когда здесь, в подвале дворца, был убит Григорий Распутин, фаворит императорской семьи. Едва ли не единственное доверенное лицо Николая II и его супруги Александра Федоровича. Анимым свидетелем этих событий стал Почтамский мост. Мы к нему подходим. Висящий пешеходный мост. Сейчас подойдем ближе, обратите внимание, под ним нет опор. Он держится на звеньях цепей, вмонтированных в гранитную кладку. В 19 веке в Петербурге было построено 6 подобных пешеходных мостов. Не все из них пощадило время, до наших дней сохранились лишь 3. 2 находятся на канале Грибоедова, 3-й Почтамский перед нами. Здесь на Мойке вот этот мост самый низкий. Тоже будьте сейчас, пожалуйста, внимательны. Пройдем под Почтамским, и все, будем считать, что самые опасные мосты нами пройдены. А название такое он получил по зданию главпочтамта, расположенному слева. И надо сказать, что здесь практически весь левый берег отдан под нужды работников связи. Но вот это массивное громоздкое здание слева чуть впереди. Это бывший дворец культуры работников связи, а когда-то здесь была очень красивая немецкая реформатская церковь. В 30-е годы прошлого века перед самой войной здание было капитально перестроено и сегодня представляет редкий пример уникального направления в архитектуре ленинградского конструктивизма. Но если слева тянется почтовый квартал, то справа когда-то находилась артель фонарщиков. Поэтому мост, который встречает нас впереди, называется фонарным. Украшением этого моста стали фонари с моим внешним видом, напоминающие на фонари середины 19 века. Однажды один местный теплоход, вероятно, по профессии он музыкант, сравнил эти фонари со скрипичным ключом. Я запомнила этого сравнения, может, потому что сама немного музыкой занималась, на самом деле скрипичный ключ похож. Часто реставрируют, ремонтируют, и не виной не только время, а такое явление, как наводнение, беда Петербурга. Самое сильное, страшное наводнение в городе произошло в 1824 году, когда вода поднялась до уровня 4 метра 21 сантиметр. Спустя ровно век случилось еще одно наводнение, катастрофа.
когда вода достигнет уровня 3 метров 80 сантиметров. Сегодня за историю в Петербурге в городе произошло свыше 300 наводнений. Самые сильные наводнения в Балтийском море происходят именно в Петербурге. Все дело в том, что в устье Невы, куда совсем сильно бьет наклонная волна Балтийского моря, вода скапливается, уже не может выйти через залив, и постепенно затопляет Петербург. Сегодня Финский залив перекрывает 80-метровая дамба. Она защищает город от наводнений, история уходит в прошлое, но память о них хранят мемориальные доски на фасадах зданий. Есть в городе памятник наводнениям. Сейчас слева вы видите гранитный обелиск, увенчанный грибницем Нептуна, на нем черного цвета полоски. Вот эти линейки показывают уровни подъема воды во время самых сильных наводнений. Обратите внимание, самая высокая отметка превышает уровень решетки набережной Мойки. И вы сами можете судить о том, сколь разрушительными эти наводнения для Петербурга. Итак, слева памятник наводнениям, в глубине громада Исаакиевского собора. Мы входим под самый широкий мост Петербурга – Синему.
2 лет, незаконно рожденным. Любой человек мог прийти сюда, оставить здесь ребенка, рожденного вне брака, в специально отведенном месте. Детей оставляли здесь до совершеннолетия, давали начальное профессиональное образование, и в работе с такими детьми применяли самые передовые педагогические идеи. Символом воспитательного дома стала птица пеликан. Мы сейчас подойдем ближе к арке усадьбы, и вы увидите, что ее венчает птица пеликан, и наскамливает детенышей кусками своих плоти, как символ жертвенного служения детям. И с тех самых пор именно пеликаны являются эмблемой всех педагогов и учителей. Подходим постепенно к арке, видим пеликана, а за решеткой ворот, несмотря на буйство зелени, все же проглядывают фасады бывшей усадьбы Разумовского, которая прямо уступлена сюда, в глубину набережной. В отличие от соседнего дворца, здесь же на правом берегу, чуть впереди, фасад нежно-розового цвета. Это знаменитый Строгановский дворец. Он был построен в середине 18 века для Строгановых и не просто архитектором, а предметным архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. Строгановы были настолько богаты, что могли позволить для строительства своего дворца заказать и придворного архитектора. На самом деле семья богатейшая. Обратите внимание, они разбогатели на пушном промысле, а фасад дворца венчает фамильный герб семьи. Его поддерживают 2 пушные зверька, а в центре герба голова медведя как символ Сибири. Знаменитый Строгановский дворец, жемчужина набережной реки Мойки, является финальным аккордом экскурсии для тех, кто начал ее здесь, у этого причала. Мы с вами посмотрели на город с необычного ракурса, с воды, словно поднятым на гранитные пьедесталы набережных, и я надеюсь, что тот город, который мы увидели сегодня, останется в вашем сердце навсегда. Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, прощаюсь, до новых встреч на реках и каналах Петербурга. А пассажиры, кто начал свою экскурсию у причала моста Ломоносова, нам сейчас надо будет пересесть на другой теплоход, 10-15 минут перерыв, и мы продолжим нашу экскурсию. Спасибо.